Ключом ко всему является непосредственное знание того, что Земля – живое существо, и, будучи таковым, способна дать воину мощнейший толчок. Карлос Кастанеда. Огонь изнутри. Идея множественности параллельных миров всегда была притягательной для мыслящих умов и состоявшимся фактом для мистиков и философов. Мудрецы древности рассматривали мир как бесконечную загадку, а человека как ее отражение. Но воспринимает ли человек мир во всем его многообразии? Нет. Он привык жить в своих заблуждениях. Но что если ключ к таинственной идее миров, существующих параллельно нашему, лежит на поверхности, а восприятие множества реальностей доступно каждому при должном понимании и подготовке? Существует немалое количество учений, позволяющих приблизиться к тайне видения иных миров, сформированных независимо от парадигмы, к которой мы привыкли и научились ее называть действительность или реальность. Одним из таких учений является мировоззрение древнего индейского народа тольтеков, населявших Северную Америку и называющийся нагвализмом. Карлос Кастанеда, загадочный и мистический автор 20 века, был первым, кто познакомил современников с древним учением индейцев-тольтеков. Одной из ключевых идей нагвализма является концепция точки сборки. Именно точка сборки, согласно философии тольтеков, ответственна за восприятие человеком действительности в строго определенном и единственном виде, а ее сдвиг на энергетическом коконе человека позволяет воспринимать миры, существующие параллельно нашей реальности. А теперь давайте приступим к разбору, друзья. Одним из первых понятий, с которым нужно ознакомиться в контексте понимания концепции точки сборки, это эманации орла. Карлос Кастанеда в своих книгах писал, что практикующие знания тольтеков, которых учитель Дон Хуан называл видящими, воспринимают мир как мириады энергетических нитей или эманаций, пронизывающих пространство и уходящих вверх в бесконечность. Создателем эманаций, согласно видящим, является сила, которую они назвали орлом. Как об этом писал Карлос Кастанеда, человек отделен от эманаций энергетическим образованием в виде шара или по-другому энергетическим коконом. Внутри него находятся малые или внутренние эманации, которые являются полным отражением внешних эманаций, находящихся вне человеческого кокона. Их Карлос Кастанеда назвал большими эманациями. Согласно учению тольтеков, большие эманации всегда воздействуют на малые, приводя их в порядок и заставляя светиться. Видящие говорят, что в момент, когда большие эманации влияют на определенные, соответствующие им внутренние эманации, последние начинают светиться, а человек начинает осознавать. Точка сборки – это область наивысшего свечения внутренних эманаций на энергетическом коконе человека. Видящие говорят, что настраивая разные внутренние эманации на разные внешние, человек способен воспринимать разнообразные миры, реагируя и взаимодействуя с разными частями мироздания, пронизанного и состоящего из эманаций. Точка сборки – это место, где происходит преобразование энергии эманаций в данные органов чувств человека. А вслед за этим, согласно видящим, происходит интерпретация полученных данных от органов чувств в соответствии с текущим пониманием мира или когнитивной системой человека. Согласно Карлосу Кастанеде, в этом и состоит секрет точки сборки, открытый видящими. Из этого следует, что сдвигая точку сборки, человек будет получать новые данные от энергии незадействованных ранее внутренних эманаций и выстраивать иной мир, ранее не воспринимаемый при прошлом положении точки сборки. Закрепленное положение точки сборки снабжает человека всегда одними и теми же данными, а значит, вынуждает человека воспринимать или выстраивать постоянно один и тот же мир. Карлос Кастанеда писал в своих книгах, что у всех людей точка сборки находится практически в одном и том же месте, закрепленном в процессе взросления. Поэтому все люди воспринимают один и тот же мир и зачастую в одной и той же манере. Согласно видящим, существуют силы и механизмы, закрепляющие положение точки сборки на энергетическом коконе человека. Получая данные от одних и тех же эманаций, человек как бы запоминает их и начинает постоянно настраиваться только на них. Этот процесс называется созданием инвентарного списка. Инвентарный список – это логическая система взаимосвязи или когнитивная система, с помощью которой человек описывает мир. Фиксированный и не поддающийся пересмотру инвентарный список
первый механизм закрепления точки сборки. В процессе закрепления одного видения мира человека сопровождает внутренний голос, который постоянно как бы напоминает ему, что есть что, и таким образом помогает удерживать в памяти человека зафиксированный инвентарный список, от которого человек находится в полной зависимости. Процесс взаимодействия с этим голосом видящие тольтеки назвали внутренний диалог. Это второй механизм закрепления точки сборки. Одним из нерушимых столпов процесса активации внутреннего диалога является чувство собственной важности. Друзья, рекомендуем вам ознакомиться с материалом по чувству собственной важности на нашем канале, где мы более подробно и глубоко раскрываем суть этой темы. Здесь же мы расскажем, что чувство собственной важности, согласно нагвализму, лишает человека гибкости восприятия, заставляя защищать и отстаивать единство своего инвентарного списка. Интересно, но видящие говорят, что чувство собственной важности заставляет человека фиксироваться на образе самого себя, которое в сути есть чувство жалости к себе. Чувство собственной важности – третий механизм фиксации точки сборки. Дон Хуан говорил, что единственный реально существующий дьявол на Земле – это человеческая глупость. Сила, отрицающая многообразие мира и защищающая инвентарный список с его жесткими и закрепленными границами в человеческом сознании и является глупостью. Этот процесс агрессивной защиты пределов своей инвентарной системы и отстаивания идеи единственности называется глупостью. Именно глупость манипулирует восприятием и делает из человека закостенелое существо, отрицающее все новое, неизведанное и непонятное, и фиксирует точку сборки, развивая в человеке склонность видеть мир в единственном и зафиксированном варианте. Глупость скрывается за человеческой болью, и поэтому ее очень трудно распознать. Глупость – это четвертый и коварнейший из всех механизмов закрепления точки сборки. Каким же способом видящие сдвигают точку сборки? Учитель Кастанеды Дон Хуан говорил, что в отличие от обычных людей, маги, создав инвентарный список, не любуются им, а избавляются от него. В практическом смысле это значит, что маги постоянно создают новое описание мира, которое позволяет воспринимать окружающее отличным от прежнего способом. Другими словами, тесно взаимодействуя с миром, видящие изучают его и раскрывают новые, ранее неизученные связи между его объектами. Так их точка сборки сдвигается, и они воспринимают новый мир. Этот процесс называется обучение и является одним из ключевых моментов взаимодействия видящих с окружающим миром и развития подвижности точки сборки. Остановка внутреннего диалога и избавление от чувства собственной важности представляют собой ядро учения тольтеков, благодаря чему точка сборки приобретает подвижность на человеческом коконе. Вслед за этим исчезает чувство жалости к себе, которое делает человека неповоротливым и несчастным. Именно в этом и заключается состояние безжалостности истинного воина, о котором писал Кастанеда, что в сути является уничтожением чувства жалости к себе при трепетном отношении к миру и окружающим. Карлос Кастанеда писал, что работа с силой, доставляющая неудобства и страдания человеку в жизни, названную видящими мелким тираном, это еще один из эффективных способов сдвига точки сборки. Приспосабливаясь к действию мелкого тирана и задействуя выдержку, дисциплину, контроль и чувство времени, видящие зажигали внутри энергетического кокона неиспользованные ранее эманации и сдвигали таким образом точку сборки в новое положение на его поверхности. К этому моменту нужно отнестись со всем пониманием и серьезностью. Это не означает, что необходимо искать кого-то или что-то в своей жизни и искусственно портить ее. Агрессии и жестокости в жизни предостаточно и без этого. Вместо этого человеку необходимо распознать в себе вечно тиранящую внутреннюю силу, возрастающую в обычном человеке взрослением и старением, и служащую источником всех бед в человеческой жизни. Имя этой силы – глупость. Избавление от глупости сдвигает точку сборки. Сама же глупость растворяется силой просвещения и познания, исключающей закрепленность на единственном видении мира и, как следствие, фиксацию в одном положении точки сборки на человеческом энергетическом коконе. Просвещение вкупе с познанием с помощью образовательного процесса способны сдвинуть точку сборки человека, избавив его от колоссальной концентрации на неизменном инвентарном списке.
Сила просвещения избавляет человека от влияния глупости, уводя человеческую жизнь от ее тирании и наполняет энергетический кокон человека удивительной и живительной энергией, которая называется энергией поиска. Именно эта энергия делает сознание человека гибким и сподвигает его к обучению. При этом жизнь человека становится воплощением постоянного познавательного процесса, энергия поиска которого сдвигает точку сборки с ее закрепленного положения и развивает осознание человека. Так он учится видеть бесконечность в мире и обретает мир в бесконечности. Главное орудие глупости – иллюзия. Самая большая иллюзия, в которой пребывает человек – это иллюзия разобщенности. Другими словами, сконцентрировавшись на границах описания мира, человек перестает видеть общую картину и себя частью природы, человечества и Земли. Дон Хуан открыл Карлосу Кастанеде наиважнейший ключ к осознанию философской и практической составляющей нагвализма, который многими остался незамеченным. По представлениям видящих, Земля – это живой организм, который содержит в себе эманации, как соответствующие человеческому кокону, так и всем существам, населяющим Землю. Учение тольтеков объясняет, что именно Земля способна дать человеку толчок или импульс, чтобы его точка сборки сдвинулась, а человек смог проникнуть в невообразимые миры. Соединив свое естество с Землей, человек обретает видение единства, которое скрыло от него иллюзия разобщенности. Знание о единстве находится в Земле. Согласно древним учениям, в центре Земли находится духовное сердце, называемое Ра. Это внутреннее солнце Земли. Солнце Ра является источником энергии поиска. Другими словами, соединив свое духовное сердце с Ра, человек способен наполнить себя энергией поиска и взаимодействовать с силой познания. Так, энергетический кокон обретает свечение осознания, а точка сборки способна сдвинуться с зафиксированной позиции и начать скользить по кокону, позволяя человеку видеть новые миры. Знание того, как сдвигается точка сборки, находится в Ра. А сейчас, друзья, мы бы хотели поделиться с вами практикой сдвига точки сборки, благодаря восстановлению связи духовного сердца с Ра и видению знания, заключенного в нем посредством энергии поиска. Обучаясь выстраивать эту связь, человек обучается воспринимать новые миры. Выберите место, где вам будет удобно выполнять практику. Сядьте, выпрямьте спину и закройте глаза. Начните медленно и глубоко дышать, задействуя диафрагму. Почувствуйте, как снимается напряжение и расслабляется все тело. Мысленно настройтесь на духовное сердце, которое находится в центре вашей груди. Почувствуйте теплый, мягкий свет, который струится из этого живого источника по всему вашему телу. Мысленно сфокусируйте свое внимание на духовном сердце Земли, именуемом Ра. Оно находится в центре планеты. Почувствуйте тепло, исходящее от Ра и поднимающееся снизу вверх. Раскройте свое сердце навстречу живительным потокам. Тепло солнца Ра наполняет светом жизни каждое раскрытое духовное сердце. Как только вы ощутили это наполнение, значит связь с Ра установлена. Охватите восприятием энергетический кокон, окружающий ваше физическое тело. Постарайтесь почувствовать, какого он размера, насколько кокон плотный, пластичный. Ощутите, что внутри и снаружи кокона находятся потоки энергии, постоянно взаимодействующие между собой. Наполните свой кокон мягким лучистым светом от солнца Ра, который несет в себе энергию поиска. Энергия поиска делает ваш кокон светящимся, подвижным и гибким. Понаблюдайте за этими изменениями. Настройтесь чувствами на свою точку сборки. Это область яркого свечения на коконе и место, где находится ваше восприятие в данный момент. У большинства людей точка сборки располагается сзади, на расстоянии вытянутой руки от тела на уровне сердца. Направьте поток тепла и света от Ра через точку сборки в бесконечную высь. Почувствуйте, как этот поток плавно раскрепощает фиксацию точки сборки и мягко сдвигает ее вверх. Необычное положение точки сборки позволяет по-новому воспринимать окружающий мир.
Регулярная практика по изменению положения точки сборки в более высокую позицию снимает внутренние зажимы, дарит свободу и легкость, позволяет вам чувствовать энергетические потоки и управлять собственным восприятием. Друзья, напишите в комментариях, получилось ли у вас почувствовать связь с внутренним солнцем Земли. Как вы ощутили энергию поиска? Какие ощущения были после практики? Нам очень интересно. Самое главное, помните, что регулярная практика и искреннее отношение к делу – это залог положительного результата. У вас все получится.